YouTube, привет! Сейчас будем смотреть, как сделать эффективный солнечный коллектор своими руками, чтобы вода в душе стала еще теплее. С вами Хмурик. Поехали! 200-литровый бак для душа установили на даче, когда я был еще маленьким. Его форма далека от оптимальной, и 50 литров воды, залитые в него, прогреваются до комфортной температуры только к 4 часам дня. Но из-за большой площади дна и малого объема налитой воды, уже через пару часов она остывает. В итоге у меня возникла дилемма: демонтировать тяжеленный бак и заменить его на правильный, или увеличить тепловую инерционность, налив полбака воды и дополнительно нагрев ее солнечным коллектором. Второй вариант навскидку дешевле, и я остановился на нем. Все солнечные водонагреватели основаны на простом принципе: темная поверхность поглощает солнечную энергию. Потом это тепло передается промежуточному теплоносителю или непосредственно воде в баке. Мне коллектор нужен не для отопления, а для нагрева воды, поэтому остановимся на более дешевом варианте непосредственного нагрева. Сейчас на рисунке показана пассивная система. За счет меньшей плотности теплая вода самотеком поднимается вверх и по трубке попадает в бак, смешиваясь с холодной. Главные недостатки у систем с естественной конвекцией – это медленная циркуляция и большие теплопотери в трубах и самом коллекторе. Кроме того, верхний вывод коллектора должен быть ниже уровня воды. Гораздо лучше дела обстоят с активной системой. А если для питания насоса использовать маленькую солнечную панель, то эффективность системы будет еще выше. Зашло солнце за тучу, и насос останавливается. Теплая вода из бака не поступает в остывший коллектор и не охлаждается. Стоит появиться солнцу, и все работает. Автоматизация без какой-либо электроники. А главное, есть уже готовое решение в виде садовых фонтанов на солнечной батарее. Стоимость коллектора из медных трубок примерно в 2-3 раза выше, чем из нержавеющей гофрированной трубы. И это не считая тройников, без которых спаять конструкцию будет очень сложно. К тому же у меня нашелся 10-метровый кусок гофротрубы, так что давайте прикинем, есть ли смысл затевать проект с таким количеством. Эффективное сечение трубы 15 мм. Итого нагреваемая площадь составит 0,15 метра квадратных. На моей широте летом солнце в среднем греет с мощностью 800 Вт на метр квадратный. То есть дополнительный нагрев от такого куска трубы составит 120 Вт. Такой нагреватель полбака воды в течение часа нагреет примерно на 1 градус. Значит, за день можно ожидать прибавку в температуре около 5-7 градусов. Меня это устраивает. Для экономии площади витки трубы можно располагать вплотную друг к другу, но мой кусок трубы очень маленький. Поэтому витки буду укладывать с зазором в надежде, что сработает эффект теплицы, то есть нагретый от основы воздух дополнительно подогреет трубу. Шаблон существенно облегчит укладку трубы. Я сделал его, разбив вот такой чертеж на 6 кусков А3 формата. Распечатки склеиваем, и шаблон готов.
По шаблону намного легче укладывать витки спирали. Там, где труба уже закреплена, бумагу можно удалить. Протестируем, как работает наша система. Заполняем коллектор водой. Насос дополнительно утяжеляем грузом и подключаем солнечную панель. Все работает, как и задумывалось. Проверим, насколько коллектор эффективен. Убеждаемся, что стартовая температура обеих ведер одинакова. Контрольное ведро с водой будет нагреваться естественным способом. Воду во втором ведре, кроме этого, дополнительно прогреем коллектором. Через 1 час и 18 минут вода в контрольном ведре нагрелась до 23,8 градуса. В другом составила 36,2. Итак, 10-литровое ведро после 1 часа и 18 минут прогрелось примерно на 12,4 градуса больше контрольного. Значит, 100 литров воды дополнительно прогреются почти на 1 градус в час. Наш предварительный расчет оказался верным. Теперь все то же самое, но коллектор закроем стеклом и посмотрим, сработает ли эффект теплицы, на который я рассчитывал. Все так же проверяем, чтобы на старте температура ведер была одинакова. И через 1 час 19 минут фиксируем температуру в ведрах. Погодные условия не изменились. Пока шел эксперимент, тучи прошли мимо. На этот раз разница температур между контрольным и тестовым ведром составила 18,6 градуса. Пересчитываем и для 100 литров получаем результат плюс 1,4 градуса в час, почти в 1,5 раза больше, чем с коллектором без стекла. Эксплуатация обогревателя показала, что он себя полностью оправдал, и поставленная задача была достигнута. И, конечно, дачная тема будет продолжаться. Оставляйте в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть,
И не забывайте подписываться на канал. Пока!